Друзья, безглузность ТВ-боксов в 2025 году, вернее, сегодня мы поговорим о ТВ-боксах действительно абсурдных и которые не должны были появиться. И вот мы обговорим непонятные тренды, которые сейчас появились уже в самом ТВ-боксостроении, которые дошли до какого-то маразма. Поговорим об адекватных ТВ-боксах, но тут именно вот говорится конкретно даже не о не о гуано-боксах, как я их привык называл, тех, кто давно подписан и знает эту тему, а будем говорить о нормальных ТВ-боксах, которые, честно говоря, покупать я бы не то, что не стал, а вообще не заморачивался. Но, в общем-то, ссылки на нормальные ТВ-боксы в описании под видео, подписываемся, нажимаем колокольчик, берем чаек, заколачиваем и давайте, поехали, пообщаемся на канале Технозу. И все ж у нас там, знаете, вот лавры каких-то топовых ТВ-боксов не дают покоя такой компании, как Minix, и они прям вот выпустили очередную свою подделку. А почему подделку? Потому что все помнят вот этот вот факапный провал с Mini Neo U9H, да, там, который они выпустили. А почему факапный провал? Потому что вот после Minix Neo U9H, которая была, ну, прямо топовая, на Amlogic S912, прям вот была 2/16, да, но она была классная. А потом они выпустили подделку на S922 процессоре, которую они не могли допилить. Прошивка сырая, полная гадость, и долго и нудно пилили, так и не допилили. Тут они решили взять лавры, допустим, топовых ТВ-боксов и за $271 на секундочку. $271 они выпускают Minix U8K с Dolby Vision, с HDR10+. И, как всегда, вот это вот любители вот этих вот приставок AI, да, там искусственного интеллекта, которые реализовать могут немногие, они решили на этом поиграть чуть-чуть. И тут мы с вами давайте чуть-чуть посмотрим, какой процессор, посмотрим, что они нам заявляют. Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K Upscaling. На секундочку, 8 гигабайт памяти, 128 хранилища eMMC с Widevine. А какой Widevine? L1? Ну, само собой, сертификации тут нет, может быть, ключи L1 есть. Но тут мы доходим до, опять же, AI, все вот на этом AI тут и держится. Я вам объясню. Здесь Amlogic S928XK, и за такие деньги я бы его не брал, потому что Minix, несмотря на то, что классные комплектующие, несмотря на то, что и сборка у Minix это классная на самом деле, но за $271 это будет факап. Лавры, например, Югус SK1 не дают им покоя, либо вот такого вот Zidu Z9X 8K им не дают покоя. Ну тут уж извините, допилить так как Югус они точно не смогут. Украсть смогут, допилить нет. И если уж на что пошло, то SK1 можно сейчас найти по классной цене $209. Извините меня, но даже если он будет стоить не 209, а там 250, 240, 230, ну извините меня, но это не 271 за Minix. За Minix, и вы никогда не будете лучше, чем Югус SK1, вот поверьте. Югус SK1 со всеми плюшками Югуса, с нормально реализованным апскейлингом, с классно реализованным охлаждением. Вот это имеет право на жизнь. Я делал обзор, пожалуйста, в описании под видео ссылка. Заходим, смотрим мой обзорчик. Классная тема. Следующий ТВ-бокс у нас появился King Hang K9. И тут вот я вам скажу, маразм, не маразм, но тренд задали знатный. И тут вот теперь разница. Давайте так, King Hang выпускает классные ТВ-боксы. Те, кто не знал, то King Hang G1, вот такой вот сертифицированный ТВ-бокс, но здесь он $89 на Android 14, вообще он стоит дешевле. Я вам закину в описании под видео, этих King Hang'ов накидаю, там вот за 65 можно найти. А еще купончики на Алишке есть. Лиса, у нас есть купоны на Алишку? В описании под видео купоны на Алишку. King Hang G1 выпустили обалденный сертификат, при этом он не похож ни на что. Это конкретно их разработка с Netflix 4K, с Dolby Vision, с Dolby звуком, с Dolby Digital звуком, с Wi-Fi 6, с нормальной формулой памяти 4 на 32. Это прям бестселлер. И я верю, что King Hang
могли что-то сделать. За 169 баксов они могут составить конкуренцию как Югусу SK1, так и Миниксу. Я его вот закинул себе в корзинку, я его сегодня прямо закажу на обзоре, потому что мы хотим сделать обзор. И он 4х64 с Wi-Fi 6, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с HDR10+. Давайте посмотрим. На том же iMlogic S928K с теми же самыми AI-SR и AI-PQ, с DTS-X. Это с фишками искусственного интеллекта. И вот тут вот, если за 169 баксов он окажется уровня Югуса, то, извините меня, он порвет рынок. Он порвет рынок, потому что они еще заявляются, что здесь есть BDMV, ISO, поддержка ISO, как в ZIDU. И тут уже разница, да, давайте посмотрим. ZIDU у нас стоит 304, у меня, кстати, есть один из моих любимых ТВ-боксов, кстати, но у ZIDU, не забываем, есть каталогизаторы, есть Patch Wall, да, там известный-то просто, есть SATA интерфейсы, есть, допустим, там нормальная работа со звуком, есть VS10 декодер, который может кодировать видео, допустим, Dolby Vision в SDR, для SDR телевизоров вообще просто топовая плюшка. Но и стоит он 304 бакса, и он того стоит, вот реально. Вот у меня, кстати, версия, знаете какая, за $327, если я купил V12, блин, бомба, просто бомба. Вот это я могу порекомендовать. Кстати, тоже закину вам ссылку в описании под видео. Кинханг в корзинке. Ну давайте досмотрим все-таки. С искусственным интеллектом. И тут что у нас еще тут? Samba, NFS, DAW, Cloud Drive, USB, ай-яй-яй-яй-яй-яй, BDMV ISO, AVS 3. Вот это может быть у нас оказаться фишечка. А? Вот это да. DTS HD Master Audio, Dolby True HD 7.1. Это что, они Atmos пробрасывают через Dolby True HD? Вот это интересно, вот это манюнечка, блин, я вам говорю, HDR Vivid. Короче, надо брать. Сегодня прям покупаем и будем с вами смотреть, что это за ТВ-бокс. А вот этот вот ТВ-бокс, это я называю из категории вершина абсурда. Нарукчип 3576. И главное, вот в таком ТВ-боксе, вот видите, вы сейчас я мышкой вам показываю, ой, верните, написать побольше вот этих вот сейчас штучек. AISR, AI MEMS, AI Face, AISD, AIDC. Они даже сами не знают, что это означает. Чтобы вы понимали, 67 баксов. И они прям напихали фишек. 1000 мегабитный LAN, 4К 120 FPS на LPDDR4. Я не верю, что за 67 баксов можно сделать нормальный ТВ-бокс, потому что когда я столкнулся с нормальной разработкой ТВ-бокса, я понял, сколько это, блин, стоит. Ну, давайте посмотрим картинки, что они тут нам заявляют. Rockchip, Какой Chromecast? Какой нафиг Chromecast? Это уже вранье. Это не сертифицированный ТВ-бокс, здесь не может быть Chromecast. Ну ладно, AV1, NPU на 6 тераопс, 4К MEMS. Слушайте, а давайте мы его закажем. AIDC, автоматический контур, оптимизация градиента. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему здесь AI MEMS? Они знают, что такое AI MEMS? MEMS это уплотнение. И они пишут, улучшает фреймрейт и компенсирует, мол, детали движения. Слушайте, вот очень интересно. Android 14, хорошо. Теперь Wi-Fi 6. Ой, надо брать, ребятки. Прям надо брать с Bluetooth пультом. Потому что может оказаться как хорошая фигня. Но на Rockchip я не верю. Я не верю, что на Rockchip они могли сделать нормальный ТВ-бокс. Просто не верю. 4 на 128, да, я думаю 4 на 32. Брать 4 на 128 нафиг. Даже 8 на 128. Вот для чего он такой 3576 нужен? 3588 для игр, понимаю. 3576 не вижу смысла. Потом следующий. Хотя он у нас был в топах. Вот этот вот X96, X10 при наличии прошивок вроде бы неплох. На iMlogic S928X, но абсурд заключается в том, что 928X в их исполнении это просто мощный процессор, в котором не реализованы ни фишки искусственного интеллекта, ни какие-то моменты там связанные с нововведением 928, ни Dolby Vision, ничего. И пускай он стоит $92. Кому-то надо, те покупают, но я не вижу смысла в таком ТВ-боксе, несмотря на то, что это X96 с нормальной сборкой, потому что свои топы они более-менее нормально собирают. Но я вам скажу, память бэушечка, уж извините.
есть как есть. Проверяли, снимали, программатором смотрели остаточный ресурс. В частности, я говорю про eMMC, и там было не все хорошо, было 30% ресурса. А вот следующее, это то, что мы делали обзор, и опять же 3576, но блин, там не было фишек искусственного интеллекта, которые были присущи, вернее расписаны прямо в этом ТВ-боксе. И за $62 я не увидел в нем реализации того, что они расписали. Мы же делали уже обзор. Я поэтому не сильно-то и верю в тот ТВ-бокс, который там они нам показывают. Хотя они нам тут расписывают и 8К, но опять же декодинг, а не вывод, 6 тераопс NPU и пошло-поехало HDR 8К. А V1, Wi-Fi 6, те же самые картинки, кстати. Те же самые картинки. Hi-Fi Lossless Sound. Ой-ой-ой, как они много любят рассказывать, но это абсурдный ТВ-бокс, который я делал обзор, он мне жутко не понравился, он не взлетел, продажами особо не, скажем так, не блещет, и за такие деньги, откровенно говоря, он нам оказался неинтересен. Кстати, нормальная версия с пультом стоит уже там под $100. Извините меня, за 3576 Rockchip, ну фигня полная. А вот то, что меня заинтересовало, это Micool M2 Pro. На Google TV 11 с Netflix сертификацией 2/16 за $59. Вот это вот интересно, потому что это такой себе конкурентец, допустим, тому же самому Hamatic Lite 4K, только стоит дешевле. Не вижу их маркетинговых картинок, которые они заявляют, но он интересен тем, что у Amlogic S905 Y4 именно цена. Если брать с промокодами, можно до 50 докатиться, и 50 и чуть-чуть ниже, то это уже нормальная цена за обыкновенный проходной ТВ-бокс с Dolby Digital, скажем так, с Netflix 4K и HDR 10+, на Google TV. В принципе, ТВ-бокс имеет право на жизнь, но давайте подумаем. Кикпи. Давайте, вот я сейчас на Nexon, мы сейчас посмотрим Кикпи. За эти деньги я смогу взять Кикпи в Украине. За эти деньги. 2/32. А если еще и промокодик Технозончик я зафигачу сюда, смотрите, то я еще и скидочку получу. И подарочек, месяц подписки на Nexon TV. Не знаю, напишите свое мнение, интересно послушать вот этот вот Micool M2 Pro, насколько он интересен для потребителя будет, делать на него обзорчик, не делать. Могу закинуть сейчас себе в корзину. Дальше. H96 Max V58. Когда он появился, у многих была надежда, что он будет развиваться. Это ARK 3588, опять же с тем же NPU на 6 тераопс. Но ни хрена, нормально он не привнес. Да, в нем есть 64 бита. Да, он там 500 тысяч в Antutu, и на нем можно поиграть PlayStation 2 эмулятор. И казалось бы, ой-ой-ой, какой классный ТВ-бокс. Но как ТВ-бокс не сложилось, мы сделали обзор, на этом он и умер. И там какая-то малая группа людей его пытается развивать, какие-то прошивки делает на Google TV и тому подобное. Но за $136, извините меня, мне этот ТВ-бокс не понравился. Не знаю, кому зашел, пишите, будем обсуждать. А вот то, что мне зашло, и хотя вот я, знаете, после обзора UHD 8000 ZIDU, который стоит ни много ни мало 1200 фунтов стерлингов, я его покупал в Англии на тот момент. Когда вышел вот этот вот ZIDU Z9X 8K, я вам скажу, у меня даже, несмотря на цену $279, я вам скажу, я очень сильно захотел этот ТВ-бокс, потому что, зная фишки того, что здесь тот же самый 4К апскейлинг, да, там, фишки искусственного интеллекта, и плюс еще VS10 они сюда влупили, то, ну, извините, это прям вот то, чего нет на других ТВ-боксах с Amlogic S928K. То есть тут же вопрос в чем? 928 врознь. Даже, и здесь же BDMV ISO поддержка. Они не смогли сделать, допустим, те же самые Югусы не смогли сделать нормально поддержку BDMV ISO. Теперь здесь 6/64. Видите, опять же тот же VS10 видеокомпрессия. То есть они по сути могут Dolby Vision и HDR засовывать в обыкновенный SDR, и там картинка будет просто шикарная. Видите, AVS 3 поддержка, Wi-Fi 6, Tidal Connect, у него там RS-232 Smart Control, короче, там можно его и под усилители замулить, и можно его под ресиверы классные сделать. У него по звуку все отлично. С SATA интерфейсом вот этот вот ТВ-бокс, я считаю, да, вот это фишка.
Вот это фишка, да, тут даже не жалко денег потратить. Из того, что можно было бы сейчас, я вам скажу, заморочиться и покупать в 2025 году, вот не уходя там в абсурд, и в маркетинг, который любят засовывать китайские продавцы, то это Kinghang G1, отличный ТВ-бокс, шикарнейший. Он получает сейчас апдейт на Android TV 14, извините, это Android TV 14. 100 мегабитный LAN, но это все решаемо с помощью там обыкновенных переходников. Ну, лисичка, иди сюда, пожалуйста, дай мне вот переходничок LAN на J45, сейчас вам покажу. То есть это все решаемый вопрос. Вот, пожалуйста, обыкновенные переходники, либо с хабами, либо если хотите подешевле, то вот простые переходники, кстати, могу вам закинуть в описании под видео тоже ссылку, можно брать под Kinghang, дает нормально там стабильные 350 мегабит интернета по LAN. А Wi-Fi 5 ГГц тут вообще тулит под 600 мегабит, поэтому о чем говорить? С поддержкой Dolby Vision, HDR, Netflix и полная сертификация. Шикарный ТВ-бокс, со скидками вообще так классно заходит. Теперь X96 Pro Plus, твою мать, Allwinner H728. Выпустили так выпустили, 1000 мегабитный LAN за, там, допустим, за $40. Поверьте, ребят, это абсурд. Абсурдные ТВ-боксы, которые не получат никакого развития. Кстати, вам по секрету скажу, Allwinner сунулись в Google для сертификации. Во-первых, и сунулись в DRM для сертификации Widevine, да, хотели L1 получить. Им отказали везде, потому что процы дырявые по безопасности, процы фигня по юзабилити, нормальной прошивки нет базовой, все, что лепится, это лепится на базе какого-то OEM сборки, которые были ворованы с каких-то ТВ-боксов по типу IDT3 для разработки, да, там с пиксельной прошивкой. Короче, это полная лажа. Это театр абсурда. Коробку главное покрасивее нарисовать, люди поведутся, да. И тут вот этот вот значок горячий сделать 4х64 за $42. Ребят, даже не заморачивайтесь. Теперь RK3566. По-моему, самый неудачный был вот этот вот чип у Rockchip прорывных. Даже Югус из него не смог нормально ничего сделать. Они выпустили ТВ-боксик свой на 3566. На этом все и закончилось, в принципе. Да, там выпустили и забыли про него. Опять же, главное написать 8К, написать, что там 2000 плюс приложений, да, чуть ли не там вот Facebook, нафига мне там, или Dropbox влепили сюда, ABC News и Amazon, и Call of Duty. Ну какой Call of Duty? На нем Call of Duty не будет работать никогда в жизни. Главное Call of Duty 2 раза влепить, вот чтобы, знаете, вот чтобы и Pinterest. Это самое важное приложение на вашем ТВ-боксе, я думаю, и Trip, и вообще вы балдеете, да, от такого набора предложений, которые вам тут задвигают с теми же самыми картинками, которые задвигали на других ТВ-боксах на Rockchip. Вот они написали, они просто цифры меняют, и вот TikTok, ох ты, охренеть, достижение TikTok на дешевом ТВ-боксе посмотреть. Не, ребят, нет, за такие деньги никто на него обращать внимания не будет. И, кстати, мы вот все, совсем, мы, по-моему, на него даже обзор делали. Z1 Max. Очередное поделие. Главное сделать побольше памяти. За $36 8 на 128. А то, что это древний Allwinner H618, на который они даже не сделали нормально охлаждение, никто не говорит. Главное побольше цветных кнопочек на пульт. За $36 народ схавает, народ купит. А потом на форумах сидят и хаят. Что ты мне там показываешь? Обзоры про ТВ-боксы, они все фигня, они все тупят. Ребят, вы просто нормальных ТВ-боксов не видели. Этот ТВ-бокс не рекомендуется к покупке. Очередной театр абсурда. Главное на слабый процессор влепить 8 на 128. Каким образом они на Allwinner будут адресовать 8 гигабайт оперативной памяти, не знает никто. И все маломальски, кто понимает, да, что там 32-битная операционная система, я очень сильно сомневаюсь, что они писали 64-битное ядро. Все равно адресация на одно приложение не может быть больше 4 гигабайт. И те, кто рассчитывает там, на этом Allwinner нифига себе там поиграть, потому что у него 8 гигабайт оперативной памяти, забудьте, это полная лажа. Следующий ТВ-бокс R69+, очередная подделочка на H728. Я вам скажу, у меня есть
Вот, у меня есть ТВ-бокс на H728. Вот он, пожалуйста. Если кто думает, что я говорю и не знаю, про что я говорю, вот модель H728. Пацаны, сделайте меня побольше, чтобы ребята увидели, что мы не просто так говорим и не из башки берем, да, эти данные о ТВ-боксах. Притом я же говорю, да, классно, 4 на 32 за $30, 4 на 60, короче, до $50, если вы думаете, что это когда-то попадет в наш топ, никогда в жизни. Я никогда в жизни не дам вот ход вот таким вот дешевым 4 на 128 за $46. Вы представляете, какое там дерьмище? Вот серьезно. Нормальный ТВ-бокс всегда будет стоить денег. Теперь перспективный ТВ-бокс X88 Pro на S905 X5M. Вроде как уже даже прошивочки люди начинают лепить. И я вам скажу, за $48 очень интересно. Не сертификат с 1000 мегабитным ланом. Мне уже едет такой, я заказал и приедет, посмотрим. Если еще и прошивки начнут лепить, то вообще отлично будет. Потому что доработать. Придется пилить напильником и паять паяльником. Потому что были у меня моменты того, что и антенны отламывались, отвал был этих пропайки и всего остального. Но то, что мы получаем топовое железо за какие-то адекватные деньги, вот это прикольно. Вот это, кстати, прикольно, которое мы можем дорабатывать. И, кстати, они заявляют, что есть AISR. А это уже будет интересно, потому что до $50 мы получим первый раз фишки искусственного интеллекта AISR в такой цене. Теперь, вот это вот чудо H96 Max M9, мы делали обзор, фигня полная, на Rockchip 3576, мы, кстати, про него говорили уже? Да, вот он, M9, а что он опять у нас? Я вот, знаете, его вижу, мне 2 раза захотелось сказать про фигню. Но что же тогда можно брать адекватного в 2025 году, могу сказать. Mi Box 3 ревизии, $55 на текущий момент, ну вот он есть, глобальная версия, там просто сразу отправка и по отправке разница, да, там, ну, в принципе, ссылку вам закину в описании под видео. Если с нашим промокодом, который мы даем для AliExpress, то можно еще дешевле его взять, фактически будет он стоить там дешевле каких-то там $50, да. Давайте я вот скажу вам так, ссылку кидаю в описании под видео, и промокодик лисичка вам накидает. Но вот это можно брать, потому что в нем есть AISR, Dolby Vision, мы сделали уже обзорчик, Dolby Vision, HDR10+, DTS Dolby Atmos, DTS X, Netflix. У него 2 на 32 формула памяти с Wi-Fi 6 и пультом, в котором можно управлять дополнительными устройствами. Ну прикольно же, прикольно, классная тема, классная. Теперь Rocktech GX1, подтвержденный, ну Rocktech GX1, либо Yugus SK2. Вот давайте так вот. Два брата Акробата, только Югус стоит немножко дороже, но у него Type-C есть. Rocktech GX1 стоит немножко дешевле. На текущий момент подтверждено уже выход Android, на Android TV 14 с интерфейсом Google TV 14. Неплох ТВ-бокс на Realtek 1325 с фишками искусственного интеллекта. IPQ, ISR подтвержденный, кстати. С Netflix 4K, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с Dolby True HD, с DTS HD Master Audio, с Wi-Fi 6. Короче, ребят, вот это вот топ. Вот это топ. У меня, кстати, где-то здесь лежит... О, вот у меня есть Yugus SK2, пожалуйста. Делал обзорчик. Картинка топ. Картинка топ. Я вам скажу, в конверсии Realtek для старых телевизоров это вообще просто топ. Кстати, в Украине можно купить на текущий момент вот этот вот, видите, есть Rocktech GX1 с удвоением. Вот, пожалуйста, можно, кстати, и Rocktech G2 купить, и GX1 с 2 годами подписки на Nexon. Классная акция, ссылка в описании под видео, пожалуйста, как и Rocktech GX2. Кстати, Rocktech не GX2, а G2. Rocktech G2 один из моих любимых ТВ-боксов, которые просто рекомендую. Я его использую постоянно, каждый день. Это мой основной ТВ-бокс на Android TV с подтвержденным выходом Android TV 14 в июне-июле, грубо говоря. И это просто топ. Не греется, не тупит. 1000 мегабитный LAN, Dolby Atmos, Dolby... Что у нас там еще есть? Dolby Digital Plus на Netflix 4K с Dolby Vision, все в адаптиве. Блин, шикарный ТВ-бокс. Просто шикарный. И когда вот говорят там,
что там вот стоит там можно до 50 что-то взять. Ну нифига, нормальный ТВ-бокс, если тот же самый King Hank, он стоит там в районе 60, то этот будет стоить всегда дороже, потому что 1000 мегабитный LAN, это раз. В отличие от King Hank у него есть Dolby Atmos в декодере, это два, это немаловажный аспект, и сам по себе бренд, да, он внушает больше доверия, да и в Украине это у официального представителя с 2-годичной гарантией и с подпиской 2-годичной можно взять, еще и по промокоду Технозон вообще будет скидка. Ну и конечно же мой любимый Zidu Z9X 8K, я вот сейчас рекомендую, V12, который вариант, это с нормальным Bluetooth пультом, это прям вот топ of the pop, как я называю, это то, что из адекватного я на текущий момент рассматривал бы для себя, то, что вам советую, но вот этот вот абсурд, который я вам показывал, ребят, пожалуйста, воздержитесь, пустая трата денег за очень сырой продукт, несмотря на то, что даже нормальный бренд. Ну а все ссылки в описании под видео, с вами был Бабл на канале Технозон, пока.